Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Мой гардероб и мою коллекцию пополнила новая курточка, и я ее вам демонстрирую. Курточка прекрасно вписалась к брючкам, а брючки мы с вами рассмотрели в предыдущих видео. Вы можете посмотреть по ссылочке. Брюки с оригинальным кроем. И брюки, и курточка сделаны из ткани, которую я приобрела для коллекции в интернет-магазине Zana. Ткань там есть в большом количестве, поэтому спешите и вы приобретайте, так как вот такая сочная, яркая, позитивная ткань шерстяной ладен меня вдохновила вот как раз на такое укороченное изделие для весны, тепленькое. Я эту курточку утеплила с линтексом и сделала ее свободной, объемной, оверсайз. Очень простая, но в то же время стильная, эффектная, вот за счет своей вот этой яркой, сочной геометрии на ткани. Меня эта геометрия как раз и вдохновила на прямые линии воротника и вот на такой крой. То есть максимально все просто. Минимум швов, минимум разрезов, чтобы не разрезать вот этот насыщенный красивый рисунок. Курточка, вы видите, двубортная, на змейке, декоративная змейка. Вот такая у меня здесь змеечка. Большой воротник апаш. Вот вы видите вид сзади, спереди, как вот рукавчик смотрится, как все лежит, вот спущенное плечико, воротничок, который может трансформироваться, может больше выкладываться, можно наоборот его закрывать вот так вот, и он утепляться. То есть вот различные варианты возникают. Ну, мне именно захотелось такой большой, объемный воротник. Фасон оверсайз, простой, нет лишних швов, но есть карманы. Вот они так незаметно, мило вписались. Карманы, как же без них. Ну и молния, вот она, такая она у меня тут декоративная. Но может быть и кнопки, пуговицы. Тут уже как вы захотите. Очень довольна курточкой. Хочется уже теплых денечков. Вот, подкладочка на утеплителе. Посмотрите, как она чудесно смотрится в расстегнутом состоянии. Вот, этот воротник работает. Прямо вот он отложился до самого низа. Вот так вот объемненько, стильненько. Ну и сзади, вы видите, все очень даже чудесно. Большие подборта. Причем, вот посмотрите мой крой, воротник со сгибом. И все под прямым углом переходит в подборт. То есть здесь у меня не разрезной воротничок. Выложилась полочка, перешла в воротник и в подборт. И там, где мой подборт, как раз поместился рукавчик. Мы сейчас с вами это подробно разберем на столе. Я вам покажу раскладку на ткани, раскрой и расскажу, что и как у меня все это кроилось. Весь процесс. Пожалуйста. Друзья, начнем с технического рисунка моей курточки. Уже на нем я изобразила основные размеры. Вы видите длина изделия по спинке 60 сантиметров, высота стойки 8, длина плеча 17, рукава 58. В общем-то, как бы все просто. А выкройку я для моей курточки взяла от моего двухстороннего пальто оверсайз. Вы можете ознакомиться с этой выкройкой и построением полочки, спинки, рукава по ссылочке. Небольшие
изменения были сделаны в районе воротника, которые я вам сейчас покажу. Перед вами схема с подробным построением моей курточки. Также на этой схеме видно расположение деталей кроя на ткани. Все здесь понятно, все привязки, построение плечевого пояса изделия и построение, самое главное, воротника. Оно очень простое. Я к нашему центру переда добавила 10,5 сантиметров, это заход борта, и эту линию борта продлила до пересечения с перпендикуляром. Перпендикуляр у меня выведен из верхней точки плеча, вот точка пересечения горловины и плеча. И здесь под прямым углом вот провела перпендикуляр к нашему борту. Потом отложила 10 сантиметров, вот и получился мой воротник. Далее параллельно я провела линию длиной 35,5 сантиметров. И под прямым углом у меня вот высота моего воротничка до пересечения с ростком. Вот 9,5 сантиметров соответствует нашей горловинке по спинке. Потом я пристроила под борт к этой линии, не разрезая. То есть это я сделала, потому что мне позволила ткань. Но если же у вас ткань с ярко выраженным ворсом, то вам обязательно необходимо под борт вырезать в нужном направлении, то есть разрезать и развернуть его. Все опять же поместится, рукавчик опустится чуть ниже, то есть как бы это несущественно повлияет на раскладку на ткани. Вот. Но в моем конкретном случае мне было допустимо под борт разложить в противоположном направлении относительно направления ткани всей курточки. Спинка со сгибом переходит без бокового шва в полочку. Заход борта, наш, соответственно, воротник цельнокройный, и цельнокройно переходит в подборт. Указан расход ткани 1,65 м. Показан карман, его привязка к боку и к низу изделия. Карман – это прорезная листочка, и он у меня изображен параллельно борту, так как был рисунок, четкая геометрия. Но вы можете опять же карман сделать с наклоном, то есть это уже по желанию. Я далее привязала молнию, застежку молнию вот по высоте кармана, низ молнии, и длина молнии 20 сантиметров. Длина кармана 16,5 сантиметров. Все на схеме понятно. Я думаю, вы без труда себе ее повторите. Размер 54, модель оверсайз, в общем-то, подойдет с 50 до 56 размера. Опять же, вы можете объем регулировать заходом борта. А сейчас еще вы увидите непосредственно мой крой и раскладку на ткани моей выкройки. Все поместилось на отрез 1,65 м. Моя выкройка разложилась. Даже остался выпад вот здесь по центру, где возможны карманы. И край, вот учитывая, что выкройка у меня по ширине 1,40 м, такая ширина в тканях достаточно частая. Но вот здесь вот возможно сделать пояс. То есть если вы, допустим, хотите, чтобы это был удлиненный вариант, пальто, то тогда вам к длине, вот у меня 1,65 м, необходимо добавить дополнительно длину вашего пальто, то есть вашего изделия. И может поместиться пояс вдоль всей нашей длины по долевой. Так, все, рассмотрели раскладку, я приступаю к раскрою. Я, конечно, тут, учитывая такой интересный сочный рисунок, я разложила, чтобы мой вот этот необычный яркий прямоугольник оказался четко
четко по центру спинки. Ну, вы уже, что у меня получилось, посмотрите на мне. Крой произведен. Все сейчас уже явно видно, как у меня раскроилась, разложилась. Вот мой подборд и воротник. Я перегибаю. Здесь наши плечи. Сложила, перегнула подборд по воротнику. Приложила рукава. Нет боковых швов. Осталось соединить плечи, вшить рукавчик и сшить по заднему шву воротник. Ну и соответственно у меня даже так хорошо совпал рисунок. Вот квадраты над квадратами. Ну мы сейчас это все посмотрим на примерочке. Вот такая будет коротенькая, яркая, сочная курточка с большим воротничком, который я планирую, что вот он будет выкладываться, открываться, и достаточно интересно будет все это у нас смотреться. Ну, сама жду с нетерпением примерку. Вы видели, очень все просто, без выточек, без швов боковых. Сзади у нас нет ничего. Она такая ровненькая, пряменькая курточка. Немного спущено плечо. Ну и здесь тоже как бы все максимально просто. Я думаю, за полдня ее можно собрать. Посмотрю, захочется ли мне сделать утеплитель на подкладочку. Ну, по ходу дела сориентируюсь. В архитектурной геометрии рисунка подобрала фрагмент, который подойдет на листочку для кармана. Вот такая будет листочка. Решила вам показать процесс на промежуточном этапе. Вот у меня сейчас сделаны карманы. Это прорезная листочка. Вот вы видели, как я подбирала рисунок для листочки, и сейчас она вписалась в мое изделие. И там внутри под листочкой подзор, который совместила с рисунком. Вот такой карманчик получился. Карманочка. Все очень красиво и аккуратно. Дальше проклеила под борта и воротник клеевой. Клеевая стрейч для того, чтобы воротник и борт держал форму. Здесь у меня очень красиво совместился рисунок. И когда стоечка откладывается, отложная, мой рисунок на спине тоже совмещается с воротником. То есть все чудесным образом завязалось, подобралось. Ну, второй карман. И решила подкладку поставить на утеплитель сотка с линтекс. Простегала, вот небольшими полосами прошлась, закрепила. Ну, учитывая, что курточка коротенькая, потому какие-то особые стежки изобретать не стала. Вот, кстати, место, где складочка на спинке, я сделала вот такой подрез. Он закрепляется в горловинке и на отлете вот держит складочка подкладку. То есть нет вот этой вот грубости. Вот такая как накладка одной на другую, чтобы при раскрытии складочки у нас здесь не было грубости. Все вот так аккуратненько получилось. Складочка на спинке. Ну, такие небольшие наши секретики.
И самый главный момент — это застежка. Застежку я захотела сделать молнию. И молния это будет декоративная, то есть молния будет настрачиваться сверху на борт правый и на левый борт. Вот она будет вот в накладочку в районе кармана, вот как по низу кармана будет пристрачиваться молния. Ну, конечно, всегда фурнитура это тонкое дело, подобрать так, чтобы не испортила, а наоборот украсила изделие. У меня есть молнии вот такие, и я пытаюсь определиться, какую подобрать на мой борт. Ну, здесь молния сама по себе красивая, разъемная. В характере рисунка, но немножко выпадает желтый цвет. А далее я подбираю красную с пластиковым таким серым хромированным звеном. Она мне нравится больше, потому что это тоже может быть, но синяя сторона молнии, она теряется в рисунке. А эта молния более выразительна и красиво смотрится на моей курточке. Ну, конечно, можно этим вопросом долго заморачиваться. Ну, вот то, что было у меня в моих закромах, удалось выбрать вот такой вариант. Все, завершающий этап. Пришиваю подкладку, пришиваю молнию, и курточка готова. Ну, а далее вы увидите, что у меня получилось. Друзья, мы с вами рассмотрели все подробно, во всем разобрались, и надеюсь, я вас вдохновила на приобретение этой ткани. Она реально классная и модная. Сейчас модно вот подобный принт. Сочно и по-весеннему зайдет в ваш гардероб. Ну и вы пишите комментарии, как вам моя курточка, как вам моя обновка. Ну и до скорых встреч на моем творческом канале. Всего вам доброго. Пока-пока.